Привет, друзья! Вы на канале Страна рецептов. Сегодня хочу поделиться с вами подборкой рецептов из кабачков. Блюда вполне простые и вкусные. Как известно, кабачок нейтральный по вкусу, поэтому готовить из него можно самые разнообразные блюда. Первый рецепт – это пицца с основой из кабачка. Получается очень вкусная и более легкая для пищеварения. Итак, первым делом кабачок натираю на крупной терке. Присаливаю, перемешиваю и пока убираю в сторонку. На средней терке натираю полутвердый сыр. Кабачок простоял около 10 минут. Соль поспособствовала, чтобы выделилось много сока. Теперь его нужно хорошо отжать. Кабачок отжимаю я всегда при помощи салфетки. Это очень удобно и отжимается хорошо. И далее замешиваю тесто. В кабачок отправляю яйцо, сыр, орегано, крахмал и щепотку соли. И постепенно начинаю вводить муку, смешанную с разрыхлителем. Добавляю понемногу и смотрю по консистенции. Если тесто получается жидковато, добавляю еще муку. И раскладываю тесто на пергамент. Если вы в своем пергаменте не уверены, смажьте его растительным маслом. Конечно же, пиццу можно выпекать и в круглой форме, и в прямоугольной, но мне больше всего нравится основу распределять именно на пергаменте. Здесь я контролирую толщину и диаметр основы. Основу распределила, теперь переношу пергамент на перевернутый противень. И отправляю выпекаться при 180 градусах минут 15. Пока готовится основа, подготовлю начинку. Отварное куриное филе нарезаю пластиками. Сюда, естественно, подойдут любые колбасные изделия. Далее нарезаю помидоры, маслины и натираю на средней терке моцареллу. Через 15 минут основу достала из духовки и смазываю ее итальянским соусом. Соус можете взять любой по своему желанию. И на основу выкладываю начинку в произвольном порядке. Все слои пересыпаю сыром. Пиццу отправляю запекаться в разогретую духовку до 180 градусов, минут 20-25. Вот и все, пицца готова. Такая пицца получается не только вкусная, но и полезная. Пшеничную муку при желании всегда можно заменить на рисовую, либо смесь кукурузной и рисовой. Вот такой великолепный рецепт пиццы из кабачка. Второй рецепт – это лодочки из кабачка с начинкой. Блюдо очень простое и с простыми доступными ингредиентами. Произвольно нарезаю филе, его можно нарезать тонкими ломтиками, либо кубиками. Засыпаю приправами, хорошо перемешиваю и пока отставляю. Лук нарезаю полукольцами. У кабачка срезаю верх и вынимаю мякоть. А также кабачок можно разрезать пополам, тогда лодочки получатся более мелкие. Получилась вот такая глубокая лодочка. Оставшуюся мякоть, которая без косточек, нарезаю некрупно. И далее куриное филе обжариваю на сильном огне до полуготовности. Обжаренное филе убираю и на этой же сковороде обжариваю лук до золотистого цвета. Добавляю к нему кабачки, добавляю сухой чеснок с травами и солю. Кабачки обжариваю до полуготовности. Лодочки обязательно подсаливаю. Далее творожный сыр разминаю вилкой. В глубокой миске смешиваю куриное филе с кабачком и луком и творожным сыром. Все тщательно перемешиваю. Далее наполняю лодочки начинкой и хорошо утрамбовываю, так как мне еще нужно уложить помидорки и залить яйцом. Помидорки разрезаю на 3 части и укладываю в лодочки. Яйцо взбиваю и заливаю сверху. Если есть в наличии перепелиные яйца, то взбивать не надо. Лодочки укладываю в форму и посыпаю сыром. Ставлю в разогретую духовку до 190 градусов, минут на 40. Пока лодочки запекаются, нарежу немного лучка для подачи. Прошло 40 минут и мое вкуснейшее блюдо готово. Накрываю фольгой и оставляю немного настояться. Лодочки подаю, посыпав зеленым рубленым луком. Это очень вкусное блюдо, сочное, ароматное. Обязательно попробуйте приготовить.
Следующее блюдо – очень вкусные, хрустящие, воздушные, нежные палочки из цукини. Блюдо готовится очень быстро, поэтому ставлю сразу разогревать духовку до 200 градусов. Для этого блюда подойдет как цукини, так и кабачок. Цукини у меня зрелый, поэтому я его очищаю от кожуры и от семян. Цукини нарезаю брусочками. Брусочки оставить такие длинные или разрезать их пополам значения не имеет. Все по вашему желанию. Для кляра в одну миску вбиваю яйцо, в другую насыпала муку. Добавить соль можно в яйцо, либо в панировочные сухари. Яйцо взбиваю, твердый сыр натираю на мелкой терке. И смешиваю сыр с панировочными сухарями. И сюда же добавляю специи. У меня это хлопья томата и розмарин. Очень вкусно будет с итальянскими травами. И добавляю сухой чеснок. Если хотите более ярко выраженный вкус чеснока, свежий чеснок измельчите в яйцо. И далее все просто. Брусочек цукини обваливаю в муке, стряхиваю излишки. Далее отправляю в яйцо и в панировку. Но в панировке я не просто обваливаю, а хорошо прижимаю. Чем толще прилипнет панировка, тем будет вкуснее. Брусочки выкладываю на противень, застеленный пергаментной бумагой, и запекаю при 200 градусах минут 20. Хрустящие палочки готовы. Их можно подавать сразу в горячем виде, либо остудить. У кабачка и цукини совершенно нейтральный вкус, поэтому основную вкусовую роль играет панировка. И, конечно же, очень вкусно будет приготовить к ним соус. А мы очень любим их просто со сметанкой. Здесь хорошо видно, какая получается плотная панировка. Такие палочки очень вкусные, обязательно попробуйте приготовить. Следующее блюдо – это вкуснейшая запеканка с кабачками и гречкой. Гречку можно отварить специально заранее для этого блюда. Либо, если у вас гречка осталась со вчерашнего дня, можно дать ей второй шанс. Итак, кабачок очищаю, натираю на крупной терке и солю, и пока отставляю. Соль поспособствует выделению сока, который мне не нужен, и я буду отжимать кабачки. Морковь натираю на крупной терке. Мелко нарезаю лук. Нарезаю сладкий перец. И измельчаю чеснок. Сыр натираю на крупной терке. И далее овощи обжариваю. Обжариваю в небольшом количестве растительного масла. В процессе можно добавлять немного воды и накрывать крышкой. В процессе приготовления немного подсаливаю и добавляю чеснок. Обжариваю до полуготовности. Пока готовились овощи, кабачок выделил очень много сока. Сейчас его нужно отжать. Отжимаю я при помощи салфетки, это очень удобно. И далее к кабачку отправляю все подготовленные ингредиенты. Кстати, вместо гречки можно использовать рис. Все тщательно перемешиваю и выкладываю в форму для запекания. Отправляю запекаться в разогретую духовку до 180 градусов, минут 30. Через 30 минут форму достаю, выкладываю оставшийся сыр и запекаю еще минут 10. Теперь только осталось дождаться, когда она остынет, и наслаждаться этой вкуснятиной. Запеканка получается нежная, воздушная, мягкая, вкусная. Чесночок придает пикантность. Эта запеканка вкусна с томатным соусом, со сметано-чесночным соусом, с зеленью. Да и без соусов она вполне самодостаточна. Очень простое и вкусное блюдо. Вот такими вкусными блюдами из кабачка я хотела с вами поделиться. И как вы убедились, готовятся очень просто, а получаются очень вкусные, сытные и полезные.
Если вам было полезно видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. А я вам желаю приятного аппетита и до новых рецептов, друзья!